Как сделать серьги своими руками? На самом деле это очень просто. Для этого берем бусины натуральных камней опала, это желтый опал, нанизываем бусины на проволоку 0,5 мм. Желтый дендритный опал смотрится очень красиво. Будем делать серьги-гроздья своими руками. Нанизали бусины. Теперь берем круглогубцы и закручиваем край проволоки. Теперь приплюскиваем, делаем пин и закручиваем маленькую улитку. Разворачиваем перпендикулярно, подвигаем первую бусину, поворачиваем проволоку от себя на себя и делаем колечко. Берем за колечко и обкручиваем проволоку вокруг основной до упора об камень. Все, откусываем. Первый элемент готов. Нам нужно так сделать все бусины, кроме самых маленьких двух. Делаем точно так же, как мы делали в начале. Закручиваем маленькую улитку. Можете взять уже готовые пины и посадить все бусины на пины. Проволока мягкая, очень удобно делать пины из нее. Поворачиваем. Берем за колечко и обкручиваем проволоку. Желтый опал, каждая бусина разная. Дендритный опал, такой полупрозрачный, немножко матовый. Вообще опала 300 видов, даже больше. Хорошо известные, популярные, те, которые имеют блеск и иризацию. Но на самом деле их очень много видов. Дендритный опал относится к более прочному опалу. Он не боится влаги, не боится пересушиваний. Можно спокойно уронить изделие, и с ним ничего не случится. В отличие от эфиопского опала, австралийского, сверкающего, который очень хрупкий. Делаем вот такие вот пины, подвески как бы. Теперь раскладываем для двух сережек подвески по убывающей. Сверху 2 камня без проволоки. Делаем первую сережку. На проволоку 0,6 мм добавляем пусету, бусину 2 мм посеребренную, 2 бусины плоскими частями друг к другу натурального камня. Переворачиваем, чтобы получился более компактный камешек из двух. И по убывающей от крупного к мелкому добавляем бусины с пинами на проволоку. Предварительно уложили все в 2 таких дорожки и нанизываем. Сколько их брать, вы смотрите уже по желанию, насколько вы хотите длинную сережку. Очень красиво получается именно тогда, когда идет градация по размеру камня. Последняя бусинка у нас без спина, то есть она просто камешек.
Мы ее закрываем с этой стороны, делаем точно такую улитку. На проволоке 0,6 миллиметров. Нужно делать ее помельче, потому что это уже толще проволока, чем мы делали в начале. 0,6 миллиметров берем, потому что это будет как каркас нашей сережки, он будет поплотнее. Подвинули бусину, посмотрели, как она будет смотреться. При желании подровняли. И теперь нам нужно следить, чтобы дальше проволока была идеально ровной, потому что на ней будут располагаться бусины нашей сережки. Выравниваем ее в одну линию прямую. Подвигаем все бусины, кроме застежки. И располагаем их так, чтобы они красиво, прилегая друг к другу, без промежутков, оказались на этой проволоке. Да, и посеребренную бусину сюда же. Смотрим, чтобы все было красиво, симметрично расположено, проверяем. Получается как будто бы гроздь из камней, очень красиво. И закрываем вот это наше большое как бы звено на толстой проволоке 0,6 миллиметров. Мы его закрываем, предварительно добавив сюда застежку пусету. Теперь берем за это колечко с пусетой и начинаем обкручивать вокруг. Смотрите, когда вы это делаете, у вас здесь есть как бы всегда свободное место. То есть лучше придавливая, старайтесь еще больше всплюснуть вниз, чтобы они поплотнее сидели. Даже если кажется, что нет, что уже плотно, ну поверьте, там еще на пару оборотов всегда будет свободного места. Поэтому поплотнее делаем, чтобы они не болтались совсем. Все лишнее откусываем. Первую сережку делать легче, потому что она у нас получается такого размера. Мария Лебедева, это ник нашей подписчицы, которая первая оставила комментарий под предыдущим видео. Теперь она в этом видео. Теперь делаем вторую сережку. Точно так же берем застежку, посеребренную бусину 2 миллиметра. Эти две бусины сверху плоскими гранями друг к другу, чтобы было красиво. И по убывающей от самой большой и самой маленькой нанизываем наши подвески. Если делать без верхних бусин больших, то красиво, когда делаешь сначала от мелких, потом к большим и в конце более мелкие бусины. Нанизываем наши все опалы и в конце опал без пина. Пин вот сейчас вот как раз мы и делаем для нее, для этой последней бусины. Желтый опал и зеленый такой дендритный опал, он полупрозрачный, он так аккуратно смотрится в ушки. Подходит практически под все. Проверяем, как будет смотреться бусина. Подравниваем. Проверяем, чтобы ровная была проволока здесь. Подвигаем все бусины, распрямляем.
Как закроем, так вот она и будет, потому что бусины здесь, подвески не будут двигаться, поэтому сразу делаем красиво. Всегда можно подвинуть так, что любая бусина очень органично будет сочетаться. Просто нужно уделить этому немножко больше времени. Здесь вот слишком длинный пин. Я его как бы сгибаю, и он становится короче. Вот, все, уже легло. Можно придавить. Это как трансформер. Вы формируете форму. Подвигаем максимально, прижимаем. И теперь мы должны сделать вторую сережку точно такой же длины, как первая. Будем делать, постоянно сравнивая длину. Потому что она в итоге может даже на несколько миллиметров отличаться по длине. Прижимаем максимально. Подвигаем застежку пусету в колечко. Берем за колечко и начинаем обкручивать. Места как будто бы нет, то есть мы практически уперлись в эту бусину, но нет, на самом деле. Здесь еще есть на пару витков. Причем это постоянно, всегда так. Сравниваем, постоянно сравниваем две сережки по длине. Подвигаем аккуратно, без лишних резких движений. Потихонечку придавливая вниз. Подтягиваем. Проволока мягкая, она очень хорошо ложится в витки. Еще раз сравниваем. Все получилось очень ровно, аккуратно, одинаково. И можно откусывать лишний кусочек. Серьги своими руками сделать на самом деле очень просто. Это все очень быстро делается. Здесь не нужно особых навыков. Практически с первого раза должно получиться. Вот такие красивые сережки получаются. Добавили мы на них застежку. Серьги своими руками готовы. Серьги с натуральными камнями опала. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, задавайте ваши вопросы. Кто первым напишет комментарий под этим видео, попадает в следующее видео. До новых встреч, пока!